Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя, и сегодня я вам покажу, как связать корзинку в виде сердечка. Вот с таким вот узором красивым. Узор очень плотный и хорошо держит форму. Для вязания нам потребуется деревянное донышко 15 сантиметров, крючок номер 5, им я обвязывала донышко, и крючок номер 7 для стенок корзинки. Вязать я буду из трикотажной пряжи Бисквит. Ссылочку на магазин я оставлю в описании под роликом. Этот цвет у меня Барби, а более темный цвет это Десерт. Для начала мы сделаем обвязку вот этих отверстий. Для этого оставляем такой вот кончик нити 10-15 сантиметров и начинаем обвязывать. Я начну вот с этого края. Вытягиваем петельку. Заводим крючок в следующее отверстие, захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Следующее отверстие и снова соединительный столбик. Так мы провязываем вдоль всего донышка соединительными столбиками до конца ряда. Вот таким образом у нас будет по краю получаться косичка. Довязываем до конца. Здесь покажу, как сделать соединение. Довязали до последнего отверстия. Сюда вводим крючок и уже захватываем не рабочую нить, а вот этот кончик. Вытягиваем и протягиваем через петельку. Полностью вытянули. Теперь заводим крючок под первую нашу косичку и кончик протягиваем. Теперь мы должны его завести вот сюда. С обратной стороны вводим крючок и захватываем наш кончик. Вот таким образом мы сделали соединение. Теперь будем переходить к обвязке края донышка. Я отметила маркером, где у нас будут прибавки. Мы сделаем в 3 местах. В моем донышке 30 отверстий. Для узора нам требуется четное количество петель. Поэтому здесь вот на уголочках мы сделаем по 2 столбика провяжем. А вот здесь вот 3 столбика. Итого у меня получится 34 столбика. Четное количество. Итак, теперь находим вот этот кончик, откуда у нас выходит. В это отверстие заводим крючок и захватываем рабочую нить. Вытягиваем и провязываем столбик. Далее вводим крючок в следующее отверстие. Нашу нить вот эту укладываем. Снова провязываем столбик. Наша нить должна лежать бороздкой кверху. Так вот столбиками без накида мы довязываем до маркера и там уже сделаем прибавку. Довязали до маркера, убираем его и сюда провязываем 2 столбика. Один провязали и второй в это же отверстие. Далее провязываем по одному столбику до следующего маркера. Сейчас довяжем до угла, покажу, как здесь нужно провязать. Дошли вот здесь вот до уголочка. Здесь провязываем точно так же столбик, только его делаем более вытянутый. Вот такой вот.
Провязываем и следующее отверстие точно так же провязываем до маркера. Там мы сделаем с вами прибавку. Провязали до маркера, убираем его и сюда делаем мы 2 столбика. Один столбик и второй. Далее провязываем по одному столбику до уголочка. Довязали до угла, здесь мы убираем маркер и провязываем вот в это отверстие уже 3 столбика. Один столбик, второй и третий столбик. На углу у нас получилось здесь 3 столбика. Далее довязываем по одному столбику. Довязали до конца. Стеночки корзинки мы будем вязать другим цветом, поэтому сейчас мы нить обрежем и сделаем соединение. Вытягиваем нашу нить полностью, заводим крючок под вот эту косичку, самую первую, захватываем наш кончик нити, затягиваем аккуратно, и кончик мы должны продеть вот сюда. С обратной стороны заводим под перемычку, центр косички и протягиваем нашу нить. Таким образом сделали соединение. Теперь мы будем вязать уже стеночки корзинки и будем вязать их другим цветом. Первый ряд стеночек я буду вязать также крючком номером 5. Находим, вот здесь у нас находятся такие вот косички. Заводим под крайнюю вот эту петлю и под перемычку. Захватываем нить, вытягиваем петельку. И провязываем столбик. Нить укладываем вдоль вязания. Далее провязываем точно так же. Захватываем крайнюю петлю под перемычку. Вытягиваем и провязываем столбик. Не забываем, наша нить лежит бороздкой кверху, для того, чтобы при вязании она выходила лицевой стороной. Далее вяжем точно так же, столбиками без накида. Вот таким же образом довязываем до конца. Здесь уже сделаем соединение. Довязали до конца ряд. Теперь можно поменять крючок и сделаем соединение. Вытягиваем петельку, заводим крючок под первую косичку, захватываем петлю, протянули и крючок вводим в центр галочки, вот сюда. Накидываем петельку на крючок и затягиваем. Теперь захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Теперь следующий столбик мы будем вязать под галочку. Вот сюда вводим крючок, не в центр, а вниз. Вытягиваем,
Получается у нас вот такой вот удлиненный столбик. И провязываем. Теперь вводим крючок в следующую, в центр галочки. Обязательно она должна выходить по центру с этой стороны. И провязываем столбик. Далее снова провязываем не в центр, а под галочку. Снова в центр галочки. И таким образом провязываем второй ряд. У нас идет чередование. Провязываем центр галочки, затем под галочку и довязываем до конца ряда. Довязали второй ряд, теперь сделаем соединение. Вытягиваем нашу нить, заводим крючок под первую косичку, вытягиваем петельку, заводим крючок вот сюда. Вот у нас идет удлиненный столбик. В центр этого столбика заводим крючок, накидываем петельку и затягиваем. Затянули. Теперь берем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Следующий столбик у нас будет удлиненный. Мы будем провязывать его под галочку. Вот сюда. Провязали. Далее у нас идет удлиненный столбик. Мы в него провязываем в центр. Далее снова провязываем под галочку. Снова в центр столбика. Далее идет опять удлиненный столбик. И так далее у нас провязывается третий ряд. Довязываем до конца, сделаем соединение. Я провязала третий и четвертый ряд. Теперь пятый ряд я буду вязать другим цветом. Нам необходимо будет сейчас обрезать нить и завершить этот ряд. Вытягиваем полностью нить и заводим крючок под косичку. Захватываем нашу нить и заводим вот сюда, в центр нашей косички. С обратной стороны заводим крючок. Вытягиваем. И кончик нити мы прячем. Можно продеть его вот здесь вот, вдоль косички. Вот таким образом. Теперь берем нить другого цвета, вводим крючок в центр удлиненной галочки и вытягиваем петельку. Нить, кончик выкладываем вдоль вязания, будем провязывать вместе. Петельку провязываем, получается столбик. И таким же образом, как предыдущие ряды мы вязали, вводим крючок под галочку. Вот она у нас маленькая галочка. Заводим снизу, вытягиваем и провязываем столбик. Где удлиненная галочка, мы там провязываем в центр. Теперь снова под галочку.
центр галочки. И таким образом довязываем наш последний 5-й ряд. Довязали 5-й ряд, и теперь мы будем делать обвязку края. Вытягиваем петельку побольше, заводим крючок под косичку, захватываем петелькой и протягиваем. Вытянули. И теперь крючок заводим между галочками и захватываем нашу петлю. Вытягиваем ее сюда вперед. Далее заводим крючок в следующее отверстие между галочками, захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем петлю, соединительный столбик. Следующую и провязываем. Такими соединительными столбиками мы провязываем весь край корзинки. Край корзинки вяжите не туго, а более свободно, чтобы край не стягивался. И вот такими вот столбиками провязываем до конца ряда. Здесь мы сделаем уже соединение. Довязала до конца. Теперь мы будем делать соединение. Я обрезала уже нить. Вытягиваем полностью. И крючок заводим под вот эту косичку. Захватываем наш кончик и протягиваем. Теперь кончик нити должны мы завести вот сюда, в центр вот этой косички. Протянули, и у нас получилась точно такая же ровная косичка. И кончик нити мы прячем. Можно взять крючок поменьше и спрятать его. Наша корзинка-сердечко готова. Ее можно еще вот так вот руками расправить, придать ей форму, либо отпарить утюгом. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы.